что кто знает, может быть, я был там еще и вгоднутым. Так все оно и началось. Господь дал здесь начало новой церкви, новому служению. Многие ребята, кто тогда школьниками и студентами пришли к вере, сейчас несут служение в разных концах страны, пасторской, просто доброй христианской жизни. И мы хотели бы попросить пару человек чуть-чуть нам рассказать о своем опыте, своих впечатлениях. И сначала мы хотели бы попросить нашего брата Келли выйти сюда и делиться парой слов. Good afternoon, everybody. Добрый день. I hope you're all happy to be here. I know I sure am. Я надеюсь, что вы все рады быть здесь. Я уж точно очень рад. After watching that film, there's one thing that I want to reassure everybody. Посмотрев вот этот ролик, есть то, в чем я хотел бы всех заверить. I've been to Calvary chapels in America. Я бывал в церквях этого движения Часовни на Голгофе в Америке. And the people don't dress like that anymore. И там теперь так не одеваются, на всякий случай, чтобы вы не думали, что вот это движение хиппи так оно и осталось. So if you're a little frightened, don't be, То есть если вас напугало то, что вы увидели вот в ранних годах в часовне, то не бойтесь. They look like us. Они выглядят прямо как мы, нормальные люди. So Boris asked me to come up here and talk a little bit about kind of my experience with Calvary. Борис попросил меня рассказать немножко о моем опыте с часовней на Голгофе. And I'm going to do that. Хотел бы это сделать. But there's one thing I just want to show you first, something I'm really proud of. Я хотел вам кое-что показать, то, чем я очень горжусь. These are my notes. Это мои заметки. And if you'll notice, there's a coffee stain on my notes. Если вы обратите внимание, там есть кофейное пятно на этих заметках. I'm proud of that because I've never had a coffee stain on my notes before. Горжусь этим, потому что никогда еще не умудрялся посадить кофейное пятно на свои заметки. I don't drink coffee, but I stole this paper from my wife. Потому что я кофе не пью, но тут я эту бумагу просто вынужден был жену утащить. So as I was looking at my notes, I felt kind of respectable, kind of like I'd been working long hours late at night. И глядя потом на заметки, я чувствовал себя таким, знаете, достойным человеком, как будто я долгие часы глубокой ночью за кофе работал над своими заметками. So I just wanted to show everybody my real coffee stain notes. Всем показываю, все видели, у меня есть настоящее кофейное пятно на заметках. So I wanted to say today just a little bit about how my wife and I came to Calvary. Я хотел бы пару слов сказать о том, как мы с женой пришли в часовню. Because it's actually kind of an interesting story of God working, a wonderful story. Мне кажется, что это интересная история того, как Бог действует. So I'm from Alaska. Я из Аляски. But I went to college in California. I met my wife in California. При этом учился я в Калифорнии, там познакомился с женой. And kind of an interesting side note, not part of the story. И вот буквально короткая такая заметка. But just here in the last couple of months, I actually crossed the threshold. In the last couple of months, I crossed a barrier. I've now lived longer in St. Petersburg than I lived in Alaska. Для меня такой вот эти последние 2 месяца, они особый момент знаменуют, потому что я прожил в Санкт-Петербурге дольше, чем в своей родной Аляске. So, I don't know if I have to kind of rethink what I say from now on, but I'm still saying I'm from Alaska. Так что не знаю, могу ли я теперь говорить, что я с Аляски, но ладно, будем считать, что все-таки оттуда. Yeah, but I may have to modify that. So I met my wife in California. Мы познакомились с моей женой в Калифорнии. And I had started working in Russia, so I was coming back and forth to work in St. Petersburg. Я стал работать в России. То есть я приезжал, уезжал, регулярно навещал Санкт-Петербург. And Christine and I were engaged. Мы с Кристиной были помолвлены. And it was February of 1995, and I was here working at an exhibition at Len Expo. В феврале 95-го я работал здесь в Ленэкспо на выставке. And of course, I'm taking my wife, I'm going to be married in a few months, and we're planning together to move to Russia. Через несколько месяцев мы собираемся пожениться, мы собираемся переехать в Россию. And so I'm from Alaska. For me to come to St. Petersburg, not such a big deal. Поэтому, поскольку я с Аляски, то для меня в Санкт-Петербург приезжать не проблема. But here I am, I'm taking my wife, this California girl. Но я беру свою жену, которая такая калифорнийская девочка. Who her idea of snow is like something that falls far away in the mountains. Ее представление о снеге это что-то такое, что если очень высоко в горы забраться, можно увидеть. You kind of look at the mountains in the distance, you see a little something white, and you're like, oh, snow, how nice. То есть смотришь на эти высоченные горные пики и понимаешь, да, там наверху снег, как красиво.
So I knew that I wasn't going to be able to offer her warm weather when we came to St. Petersburg. Я знал, что в Петербурге я не смогу предложить ей настоящей жары. But I was hoping that we would at least be able to find warm relations in a good church. Я надеялся, что мы найдем теплые отношения с людьми и хорошую церковь. So, kind of before we got married, I was using this work time here as kind of a scouting trip. И поэтому, перед тем, как мы поженились, я решил воспользоваться вот этой рабочей поездкой, командировкой, как разведывательной вылазкой. And my goal was to find a good church. У меня была цель найти хорошую церковь. And so one of Christine's girlfriends had told us about a missionary couple that she knew that was that had planted a church here in St. Petersburg. И вот подруга Кристина сообщила нам, что у нее есть друзья-миссионеры, которые отправились в Россию служить в церкви Санкт-Петербурга. And she gave us the name of this church. Она назвала название церкви. No address, no telephone numbers, just a name. Ни адреса, ни телефона, только название церкви. And honestly, I don't remember the name. Если честно, я даже не помню название этого. But I came to St. Petersburg and I set out to find that church, like in the time that I wasn't working. Но я приехал в Санкт-Петербург с целью в свободное от работы время найти эту церковь. So of course at the time I didn't speak any Russian. В это время я вообще не говорил по-русски. So there was only one place that I was sure that I could find people that spoke English. Было только одно место, где я был уверен, что я найду людей, говорящих по-английски. I called the English language newspaper, the St. Petersburg Press. Я позвонил в газету, которая на английском языке издавалась в Санкт-Петербурге. And I got a hold of the editor there and I told him that I was looking for a church. Я позвонил и сказал, знаете, я вот ищу церковь в Санкт-Петербурге. I told him the name of it, I asked him if he knew about it. Назвал название, и они спросил, знаете вы о ней или нет. And so he told me, no, he's really not the kind of guy who goes to church. He doesn't know any church people. И редактор из газеты сказал, ты знаешь, я в церковь никогда не хожу и никого из церкви не знаю. But then he told me this story about this wild and crazy English guy that he knew. Но я тут знаю одного ненормального англоязычного человека. Who had been kind of, I would say generally a quite worldly person. Такого совершенно вроде бы мирского человека. But then he met some missionaries. Но потом он познакомился с миссионерами, этот He'd come to know Jesus. Неверующий иностранец, пришел к вере в Иисуса Христа, And it completely changed his life. и у него прямо жизнь вообще полностью изменилась. So he finished by saying, Jesus isn't my thing, but it really did change this guy's life. И этот редактор сказал, знаешь, меня Иисус не интересует, но вот этого мужика он полностью изменил. So he didn't remember the English guy's name. Он не помнил, как звали этого англичанина. Didn't have anything to do with finding the church I was looking Не for. собирался помогать мне искать церковь, которую я искал. But it was just an example of where someone's encounter with Christ had kind of made an impression. Но для меня это стало таким примером, как вот люди, которые приходят к Христу, оставляют впечатление на других, даже неверующих. And then before we got off the phone, И прежде чем мы повесили трубку, he sent me to kind of the other place in St. Petersburg where they always spoke English at the time. он меня направил в другое место, где всегда говорили по-английски. He said, when I'm looking for something, he said, I go to the Hotel Europe. Он сказал, знаешь, когда я что-нибудь ищу в Санкт-Петербурге, я отправляюсь в отель Европа. And I asked the concierge there. И спрашиваю там у консьержа. He's like, he'll speak English and maybe he'll be able to help. Там те, кто работают в фойе, работают на стойке, они всегда говорят по-английски и все знают о новостях в городе. So I can't remember if I went or I called, but I talked to the concierge at the Hotel Europe. Я поговорил в итоге с теми, кто работали там в гостинице Европа. I gave him the name of the church. Назвал тоже название церкви. And he said, I've never heard of it. И он сказал, никогда не слышал о такой церкви. Но there was a missionary who was here a couple of weeks ago, and he offered to give us Bibles. Тут пару недель назад заходил какой-то миссионер и предложил Библии нам дать. And so I can give you his phone number, and maybe he'll be able to help. Я могу тебе дать его номер телефона, и может он сможет помочь. So he gave me the telephone. Он мне дал номер телефона. I called the gentleman on the telephone. Позвонил этому человеку. And it was a missionary couple named Charles and Nina Hobitz. They were from England. Это были миссионеры из Англии. And they were pastor in his life at the Baptist church down by Alexander Nevsky. Они несли пасторское служение в баптистской церкви возле Александра Невского. So I called and I got a hold of Nina. Звонил туда, наткнулся на Нину. I didn't know what the name of their church was, but she explained it was the Baptist church. Я не знал даже, как называется их церковь, но она объяснила, что это баптистская церковь. And I said, well, I'm really looking for, and I told her the name of the church. Я сказал, знаете, я на самом-то деле другую церковь ищу. И назвал вот это название, которое мне дали.
And she said, I've never heard of it. Она сказала, никогда не слышала такого. But Но Charles and I do know this nice American gentleman who мы pastors a с church. Чарльзом знакомы с одним американцем, который здесь церковь основал. His name is Walt. Зовут Вол. And so she gave me the telephone number for Walt. Она дала мне номер телефона Уолта Цесмута. And I called Walt. Я позвонил ему. And Walt said, you know, we're meeting on Улица Рубинштейна. He gave me the time. Сказал, мы встречаемся на Рубинштейне, дал мне время. He said, you know, we'd love to have you. И будем рады вас видеть. So that was kind of where the path ended. He didn't give me the name of some other church. Эта дорожка там и закончилась. Так я и не узнал, где была та церковь, которую я искал, собственно говоря. So I decided, well, you know, here I am. I'll go check it out and see what it's like. Я решил, раз уж я все равно здесь, схожу, я посмотрю, что там вообще происходит. So I came to church on Sunday morning. It was in a beautiful theater. Пришел в воскресенье утром, такой замечательный кинотеатр, где все это происходило. And Walt started to teach. Вот стал проповедовать. And honestly, I've never heard a sermon quite like it in my life. И честно могу сказать, что я никогда не слышал подобной проповеди в своей жизни. And no offense to Walt, but it wasn't because the sermon was so good. И без обид для Волта, но это не из-за того, что проповедь хорошая была. But he was teaching in, I believe it was Exodus. Но он учил по книге «Исход». And that morning he covered something like 10 chapters of Exodus. И за это утро, за одну проповедь он разобрал, если я правильно помню, примерно 10 глав книги «Исход». So it was like 2 to 3 minutes a chapter. Так вот, на каждую главу 2-3 минуты можно было уделить. Exodus is flying by. It's like plagues, desert. Впечатление, что летишь на самолете над книгой «Исход», и там проплывают под тобой пустыни, горы. And we finally kind of get done with the sermon, and my head is a little bit spinning. И когда мы к концу проповеди приземлились, у меня голова слегка кружится. And I'm not really sure that I'm ready to like look at the Bible like from such a great distance. И я не был уверен, что я готов Библию изучать с такого расстояния, с такой высоты, таким обзорным темпом. But after the sermon, we had a time to kind of talk, and people were, you know, coming over, meeting me. Но люди общались после проповеди, подходили, знакомились. And it was really from that time after the service that it was really apparent to me that Christ was at work. И для меня вот это время общения